Большинство людей знает, что пирамиды строились как величественные гробницы для фараонов, призванные обеспечить им беспрепятственное путешествие в загробный мир. Например, Великая пирамида Гизы была построена для фараона Хуфу. Но большинство людей не знает, что вся эта тенденция строительства пирамид началась именно здесь, со ступенчатой пирамиды Джосера, около 4700 лет назад. Это массивное сооружение было построено для фараона Джосера, правителя из третьей династии Египта. Оно возвышается над землей на 6 ярусов на высоту около 60 метров. Сегодня мы думаем о ней как о феноменальном архитектурном проекте, но для древних египтян ступенчатая пирамида Джосера оказалась скорее масштабным экспериментом, попыткой отточить свое мастерство, прежде чем переходить к еще более амбициозным пирамидам. Достижение новых высот – это очень увлекательно, но настоящая загадка заключается в том, что происходит под землей. В подземном лабиринте этой пирамиды есть сеть туннелей длиной около 5,5 километров. Некоторые исследователи считают, что эти туннели могли быть частью сложной системы водоснабжения, которая может полностью изменить наше представление о строительстве пирамид. Поговорим об этом масштабном комплексе, расположенном в Саккаре. Вокруг пирамиды находится так называемый сухой ров, непрерывная траншея шириной до 50 метров и длиной почти 3 километра. Она образует вокруг пирамиды как бы прямоугольную форму. Средняя глубина этой траншеи составляет около 20 метров. Если сложить всю землю и камень, который они выкопали для создания этого рва, то он окажется примерно в 10 раз больше объема самой ступенчатой пирамиды. Долгое время люди предполагали, что этот ров был ничем иным, как огромным карьером, местом, где добывали камень и глину для строительства ступенчатой пирамиды. Логично, верно? Но при ближайшем рассмотрении все оказывается не так. Траншея слишком узкая и глубокая, чтобы в ней можно было вести горные работы, а ее расположение не соответствует ни одному из известных нам способов добычи камня в Древнем Египте. Кроме того, некоторые участки траншеи покрыты скальным потолком, что сделало бы ее практически невозможной для использования в качестве каменоломни. И еще одна теория предполагает, что сухой ров имел какое-то духовное значение. Возможно, это было священное место, где собирались души аристократов, чтобы служить покойному королю в загробном мире. В стенах даже есть ниши, которые намекают на эту духовную функцию, но большинство исследователей считают, что это назначение, скорее всего, появилось гораздо позже, уже после того, как комплекс был построен для Джосера. Так для чего же на самом деле был построен ров? В 2020 году один исследователь выдвинул довольно интригующую идею. Возможно, этот ров был создан для сбора и отвода воды, особенно после сильных дождей. Это вполне логично, если принять во внимание местоположение. Ров находится в районе, который легко мог быть затоплен сточными водами из близлежащих равнин. Это также может объяснить, почему ров не использовался для новых захоронений до тех пор, пока климат не стал более сухим и менее склонным к наводнениям. История становится еще более захватывающей, так как этот ров кажется частью более крупной и сложной гидравлической системы в комплексе Джосера. В траншее есть несколько отсеков, тщательно вырубленных в скале и соединенных туннелями. Вероятно, эти отсеки служили частью системы очистки воды, где вода перетекала из одного отсека в другой, становясь чище по мере продвижения. Здесь все начинает связываться с самой пирамидой. В комплексе Джосера есть ряд подземных шахт, и некоторые исследователи полагают, что вода из глубокого рва могла использоваться для приведения в действие гидравлической лифтовой системы. И этот гигантский лифт, работающий на воде, мог использоваться для подъема тяжелых камней, необходимых для строительства пирамиды. Он работал как вулкан, но вместо лавы тяжелые камни поднимала вода. Представьте себе большую глубокую яму в земле в центре площадки для пирамид. Внутри этой ямы находилась огромная деревянная платформа, похожая на гигантский плот, которая могла двигаться вверх и вниз. Когда рабочим нужно было поднять тяжелый камень, они наполняли яму водой. Когда уровень воды поднимался, деревянная платформа плыла вверх, увлекая за собой камень. Почти как гигантский лифт, работающий на воде. Когда камень достигал нужной высоты, рабочие сдвигали его с платформы на пирамиду.
Идея заключается в том, что вода из глубокой траншеи после очистки и фильтрации будет поступать в эти шахты. Огромный поплавок, возможно, сделанный из дерева, будет подниматься по мере наполнения шахты водой, поднимая камни туда, где они нужны для строительства. Как только камень устанавливали на место, воду спускали, и платформа опускалась обратно на дно, готовая поднять следующий камень. Эта причудливая гидравлическая система подъема могла бы стать настоящим прорывом, значительно ускорив и упростив весь процесс строительства без использования большого количества рабочей силы. Похоже, древние египтяне уже тогда придерживались идеи «работай умнее, а не усерднее». Но, конечно же, не все согласны с этой теорией. Некоторые эксперты утверждают, что территория, на которой была построена ступенчатая пирамида Джосера, не могла удерживать достаточное количество воды от случайных дождей для поддержания столь сложной гидравлической системы. Основная теория предполагает, что в прошлом поблизости могло быть некое озеро, которое наполнялось после периода дождей. И это озеро могло бы снабжать водой гидравлическую систему комплекса. Но в древнеегипетских письменах нет упоминания о таком озере, так что это скорее ситуация «что если», чем реальность. И тут возникает вопрос о самой тяжелой работе. Помните, я говорю, что этот метод мог позволить древним строителям поднимать камни с гораздо меньшими усилиями? Возможно, это не совсем так. По мнению некоторых экспертов, для создания этого гидравлического устройства потребовалось бы гораздо больше тяжелой работы, чем для простого перемещения каменных блоков с помощью старой доброй рабочей силы. И не стоит забывать, что ступенчатая пирамида Джосера – ребенок по сравнению с теми, что появились позже. Камни, использованные для пирамиды Джосера, весили в среднем около 300 килограммов каждый, что не идет ни в какое сравнение с блоками весом 2 тонны, использованными позже для пирамиды Хефрена. Если полностью исключить эту теорию водяного лифта, то все равно нужно объяснить, как вообще была построена эта пирамида. Чтобы ответить на этот вопрос, нам нужно немного вернуться назад и поговорить об изначальных планах. Прежде чем гробница Джосера превратилась в пирамиду, предполагалось построить простую мастабу. Этот тип гробниц был довольно распространен в более ранние периоды. Прямоугольное сооружение с плоской крышей и наклонными сторонами. Но после того, как первоначальная мастаба была закончена, было решено немного ее расширить, добавив сверху еще несколько слоев, а затем добавить еще больше слоев, пока конструкция не достигла 6 характерных ступеней, каждая из которых была меньше предыдущей. И, скорее всего, эти тяжелые камни поднимались с помощью пандусов, а не с помощью лифта, работающего на воде. Мы еще многого не знаем о ступенчатой пирамиде Джосера. Чтобы полностью понять, как работала эта система и существовала ли она вообще, безусловно, необходимо дополнительные исследования. Но идея использования воды для строительства пирамиды добавляет совершенно новый слой в наше понимание древнеегипетской инженерии. Это мощное напоминание о том, насколько умными и изобретательными были строители, использовавшие природный ландшафт и силу воды для создания одного из самых знаковых памятников в истории.